Всем привет-привет, мои дорогие любимые! Добро пожаловать на мой канал Diamond Dream. Кто со мной не знаком, меня зовут Марина. И сегодня будем делать с вами расклад на тему мыслей вашего мужчины о вас. Что он думает о вас сейчас, сегодня. Давайте так скажем, вчера, сегодня, завтра. Какие мысли посещают его буйную головушку и что он хотел бы сказать вам, но по какой-то причине сдерживается, не говорит вам об этом. Пожалуйста, сосредоточьтесь на своем мужчине. Визуализируйте его, назовите его имя. Благодарю вас традиционно, мои драгоценные, за ваши донаты. Благодарю моих спонсоров. Низкий поклон вам. Дай Бог в миллион раз больше. Благословения от Вселенной. Благодарю вас за теплые комментарии, за лайки, за подписки, за все способы поддержки моей работы. Очень нежно вас всех люблю. Итак, что он думал о вас сегодня, вчера, сегодня, завтра? Что он хочет вам сказать? Как всегда, смотрим дно колоды. Известие, аркан известия. Или ждет от вас известие, или, может быть, сам думает о том, чтобы вам отправить известие. А еще здесь может быть просто желание мужчины с вами общаться. Если вы с ним в расставании, то здесь может быть желание возобновить общение. Приблизительно где-то вот так. Давайте на этом остановимся пока. Дальше уже будем смотреть, что нам покажет подробнее. Что за мужчина, как сейчас его показывают, в каких энергиях он пребывает, находится на этот момент. Занят своими делами мужчина здесь. Да, полностью весь в своих заботах, весь в своих делах. Это может быть связано с его материальной сферой, это может быть связано с его семьей, с его родственниками, или же дети, жена. Если свободен мужчина, значит, больше здесь идет речь о материальных неких таких делах, которые он решает. И, конечно, в жизни мужчины есть женщина, безусловно. Он выходит королем мечей, а его женщина выходит королевой жезлов. Да, конечно, мужчина может принадлежать к воздушной стихии, а вы к огненной, но это совершенно не обязательно. Здесь идет как указание нам на то, что разные энергии у вас. У вас более огненная энергия, страстная, энергичная, очень открытая, очень искренняя энергетика, ясная такая. У мужчины энергетика более схлопнутая, более закрытая, более холодная. Он король мечей. Тут даже видно, в этой колоде очень хорошо прорисована королева жезлов и король мечей. Посмотрите, как он сидит, сам с собой ведет внутренний такой диалог, беседу. И он, в принципе, наслаждается обществом самого себя. И это человек, которому для счастья не так уж, не то чтобы много надо, но не обязательно большое общество, и вполне возможно даже и не обязательно, чтобы любимый человек был постоянно с ним рядом. Даже если есть любимая женщина, этот мужчина будет любить периоды уединения, отстраняться немножко от этой женщины. Вот если вы чувствуете в своем мужчине такие симптомы, что вроде бы как все нормально в какой-то период, а иногда бывает так, что он в себя уходит, и вы видите, что он отстраняется от вас, немножко отдаляется, как будто уходит в себя, ему хочется побыть одному. Вот здесь больше идет об этом речь. То есть у вас разная энергия с этим мужчиной. Но давайте смотреть, он вообще о вас думает. Кстати, к вам идет позитив. Хорошими арканами вы окружены. Энергии теплые в отношении вас, этот мужчина испытывает и эмоции приятные, и энергии транслирует в вашу сторону теплые. Как мужчина сейчас, что о вас думает, давайте так, с мыслей начнем, что думает о вас. Страстная, яркая, энергичная, очень сексуальная. Порой бываете, возможно, вспыльчивой, или же не до конца поняв, чего хочет он, или не до конца выяснив обстоятельства того или иного события, ситуации, вы можете прям честно так вот правду матку выдать. Или же, если вы чем-то недовольны, то это прям сразу видно, что вы этим недовольны. Он считает вас такой вот девушкой, женщиной, очень открытой в плане проявления эмоций, в плане проявления того, что вас действительно не устраивает. Активная, энергичная. И самое главное, это высочайший сексуальный потенциал. То есть он вас, эту энергетику, считывает прям с вас, вау, как, и считает, что вы в этом плане очень-очень-очень друг другу подходите. Еще, что этот мужчина думает о вас сейчас? Что вы его судьба. Мысли такие его посещают все чаще и чаще. Что так было предначертано,
Так было велено свыше просто вам встретиться. Вы судьба его, вы не могли не встретиться с ним. Он понимает вашу важность в своей жизни. Эти мысли, они все чаще и чаще у него возникают со временем. Во-первых, с возрастом он становится старше, становится мудрее, начинает осознавать действительно вашу ценность, ваше значение в своей жизни. Очень интересный здесь аркан, замечательный просто, прекрасный. То есть мужчина со временем, его восприятие вас трансформируется в более серьезное. Неважно, какие у вас сейчас с ним отношения, вы вместе, вы расстались, неважно. Все равно мужчина о вас думает, и он думает о том, что с каждым днем, с каждой неделей, с каждым месяцем, с каждым годом вы становитесь роднее, вы становитесь более значимой для него в его голове. Даже если вы находитесь на расстоянии, еще и в расставании, еще что он о вас думает. Он сегодня как-то, знаете, о вас думает. Сейчас я вам расскажу, как. Вы человек, с которым ему очень хорошо. Он себя очень легко, очень здорово с вами чувствует. Вы даете ему полет души. Вы даете ему особую энергию, вы даете ему очень яркую, бурную сексуальную энергию, вы даете ему эмоции особого характера, очень высокого качества. Но иногда он вас совершенно не понимает. И вот сейчас тот период в его жизни, когда его может бросать из огня в холод, его может бросать из таких вот ощущений, что он вас... Из крайности в крайность, короче, его бросать. Как будто он вас полностью понимает, и вы для него открыты, и тут же некий такой какой-то резкий поворот, и у него ощущение, что он совершенно вас не знает. Чего вы хотите на самом деле. Кстати, у него часто возникает странное такое ощущение, когда вы ему что-то говорите, выговариваете, допустим, с ним спорите, или вас что-то не устраивает, что-то вам не нравится. Вы ему что-то такое вот выговариваете, а сами... думаете о том, что пусть он меня остановит, пусть он мне просто скажет, что любит меня, или пусть он меня вернет, пусть он мне не позволит уйти, если вы с ним ссоритесь и расстаетесь, допустим. То есть вы говорите одно, а подразумеваете другое. Ему это сложно понять, девочки. Очень многие из нас, женщин, мы так и делаем. Говорим ему уходи, да, на самом деле хотим, чтобы он остался, и еще и нас обнимал, целовал и говорил, ты моя любимая, драгоценная, давай будем вместе. В общем, понимаете, о чем речь? Он часто понимает, что вы сгоряча, на эмоциях можете что-то такое вот наговорить, а на самом деле впоследствии окажется, что это вовсе не то, чего вы хотели. И вот этого он вас не понимает. Он считает, что человек лучше бы, чтобы говорил и делал то, что он действительно хочет, и демонстрировал то, что он действительно хочет, а не так, как поступаете вы. Вы порой его ставите в тупик. Вот сейчас у него об этом мысли. Еще. Какие мысли о вас еще сейчас? Но он о вас думает с нежностью в сердце. Не знаю уж, дарит он вам цветы и подарки. Вполне возможно, что нет, потому что у нас в предыдущих раскладах такой выходил кадр. Очень там все сложно. Но в душе этот мужчина дарил бы вам вот эти букеты роз. Он бы говорил бы вам нежные, теплые слова, если бы умел это делать, что весьма и весьма сомнительно, потому что он вышел у нас королем мечей. Частенько повторяю в раскладах своих и буду говорить вам дальше, потому что это так и есть. Король мечей тоже может быть нежным, тоже может быть любящим, тоже может очень такие теплые, яркие энергии проявлять, особенно в конфетно-букетный период. Потом он все равно, безусловно, невозможно же быть постоянно на эмоциональном взлете, да, и если он применяет некую маску для того, чтобы понравиться женщине, то потом маску-то все равно придется снимать и свою истинную натуру показать. Так вот, через некоторое время он все равно возвращается в состояние короля мечей. Но в душе у него есть желание вам говорить нежные слова, и у него в принципе есть нежность к вам. И он думает, что вы весьма-весьма романтичны. Несмотря на то, что у вас вышли довольно такие очень яркие, активные энергии, он считает, что вы активная, яркая, сексуальная, амбициозная, безусловно. В то же время вы можете быть очень ранимой и очень романтичной. Он прекрасно понимает, что вам хочется, чтобы в вашей жизни был вот такой рыцарь. Он здесь, конечно, современный парень, очень интересный, да? Далеко не классический рыцарь, средневековый на белом коне, романтический. Но у него белый конь, и он с букетом цветов, и вы понимаете, что он, вернее, понимает, что вы хотите, чтобы в вашей жизни такой мужчина был.
А он считает себя таким мужчиной? Давайте-ка спросим. Ну, он считает, что есть мужчины и получше, чем он. И более достойные вашего внимания, и мужчины, которые лучше умеют ухаживать, и более теплые, красивые слова, искренне причем говорить женщине. Мужчины, которые умеют дарить душевное тепло. Он не считает, что он лучше всех, и что он действительно вам идеально в этом плане подходит. Такие мысли. Еще. Какие мысли у него о вас? Он думает, что вы не уверены в завтрашнем дне. Возможно, у вас действительно есть для этого основания, вполне возможно, связанные с ним. Если вы находитесь с этим мужчиной в двойственности, в двойственном положении, допустим, вы тайная женщина его, у вас тайные отношения, или у вашего мужчины есть кто-то, или ваш мужчина не может определиться, в принципе, в вашу сторону, конкретное что-то вам предложить, то, соответственно, вы находитесь вот в таком странном состоянии балансирующем, вы не уверены, что будет завтра. И вот у него сейчас об этом мысли, и он думает о том, что вы об этом думаете, что нет уверенности в завтрашнем дне. Еще что он думает о вас? Этот мужчина, если вы с ним в расставании, он очень надеется, что вы страдаете, мучаетесь, плачете, чуть ли там на себе волосы не рвете, так хотите, чтобы он вернулся к вам. И вообще он считает, что если расставание случится, если он отдалится, если не будет с вами рядом, то вы будете очень сильно переживать, у него мысли об этом. Но дело в том, что и он понимает, что ему это дастся очень нелегко. То есть эта ситуация будет тяжела и для вас, и для него. У него периодически такие мысли возникают. Если же вы сейчас в расставании с ним, то он именно об этом и думает. Но ему на самом деле действительно это льстило бы его самолюбию и как-то даже, может быть, втайне радовало его душу, если бы так было на самом деле. Если бы он знал, что если вдруг вы с ним расстались, то все, вам плохо без него, и вы мучаетесь, страдаете по нему. Вот такие сейчас мысли. Еще здесь такой момент. Если у вас кто-то есть другой, мужчина имеется в виду, или же просто даже сама мысль о том, что у вас кто-то может быть, она его приводит просто в ярость, в самую настоящую. Он этого категорически не хочет. Когда он об этом думает, у него волосы дыбом становятся на голове, если они у него присутствуют, конечно. Если лысый у вас мужчина, то значит он чувствует рефлекторно, как волосы поднимались бы на его голове. От одной только этой мысли это с ним происходит. Что этот мужчина хотел бы вам сейчас сказать? Ты моя звезда, ты моя муза, ты моя фея, ты моя вдохновительница. Ты лучшая из всех женщин, которых я встречал когда-либо в своей жизни. Мало того, что ты лучшая, я понимаю, что никого лучше тебя и не будет в моей жизни, даже если мы не будем вместе. Ты лучшая. Не знаю, умеет ли он говорить вам эти слова, повторю еще раз, потому что он король мечей. Для большинства из вас будет так, что, к сожалению, нет, он не может вам это озвучить. Поэтому нам показывают, он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине не говорит. Но знаете, что это осознание, понимание этого у него есть. Он имеет четкое осознание, что вы звезда, вы его реально путеводная звезда. Вы его муза, вы его вдохновительница. Ты прекрасна, он хочет вам сказать. В моем сердце ты прекрасна, как нежный волшебной красоты цветок. Еще, что он хотел бы вам сказать, но по какой-то причине молчит. Если вы его ревнуете, или же если вы относитесь к нему как к собственности, а он считает, что многие из вас именно так к нему и относятся. Смотрите, как она держит этот кошелек с пентаклями у своего сердца, никому не отдает, ни за что он это не отдаст. Вот он считает, что вы собственница. Он вам об этом не говорит, да? А нравится ли тебе то, что она собственница и может быть ревнивой? Давайте-ка посмотрим. А вот представьте себе, что да. Даже если вы ревнивица и собственница, то даже это ему нравится, потому что, судя по всему, этому мужчине у вас нравится практически все. Даже если есть проблемы у вас в отношениях, это не столь даже важно сейчас для нашего расклада, потому что мы смотрим в суть, так сказать. Нам показывают мысли, представления мужчины о вас.
И это то, что действительно является правдой. То, что он вам говорит и как он себя ведет, это несколько уже другой вопрос, потому что это уже проблема взаимоотношений, психология взаимоотношений. Я могу вам сказать, что этот мужчина, ему не просто это нравится, а на вопрос, нравится ли ему в этом, у нас вышел туз кубков. Смотрите, сердце какое. В центре аркана, на уровне солнечного сплетения, на уровне сердечной чакры этой девушки. О чем идет речь? Ему нравится у вас все. Даже более того, многие из ваших мужчин испытывают к вам особые чувства. Не побоюсь этого слова, многие из ваших мужчин вас просто любят. Так что какие бы ни были качества ваши, что бы ему там нравилось, не нравилось вас, если брать в общем, то это туз кубков. Мне почему-то даже захотелось сейчас и расклад закончить, но я все-таки еще задам парочку дополнительных вопросов, потому что хочу просто их задать. Но в принципе здесь и так все понятно. Аркан звезда, четверка пентаклей. Он не хочет, чтобы вы отпускали его из своей жизни, чтобы вы выгоняли его из своего сердца. Даже если вы с ним сейчас расстались по какой-то причине, этот мужчина хотел бы, чтобы вы продолжали его образ держать в сердце и чтобы вы эмоционально от него не отсоединялись. Если вы с этим мужчиной продолжаете отношения, ну, соответственно, понятно тогда, почему он так думает. А почему он не может вам сказать? Он получается, не может вам сказать, что он вас любит. Толком. Или вообще не говорит, или говорит это редко, или как-то странно как-то. Может быть, как неуклюже. Или не так, как вам хотелось бы. Почему он не может это сказать? Ну ведь явно же здесь есть так, что... да. Здесь, знаете, какой человек? У него настолько много лабиринтов в его сознании и подсознании, он порой пытается в себе копаться, понять себя хочет, далеко не всегда себя понимает. Это очень сложная задача на самом деле, и не зря, потому что понять его реально сложно. Начинаются какие-то блоки, начинаются какие-то комплексы, начинаются сомнения, начинается внутренняя борьба. А стоит ли это говорить? А не разбалую ли я ее? А не слишком ли это будет круто ей говорить такие слова? А вдруг она перестанет это ценить? То есть у человека очень много вот таких вот таракашек. Мало того, что у него лабиринты, его мозг представляет из себя лабиринт огромный, там еще и тараканы бегают жирные, огромные по этим лабиринтам. Именно потому, что его мозг представляет из себя огромный запутанный лабиринт, вот именно по этой причине он и не говорит вам. Слишком много «но», слишком много сомнений, слишком много лишней шелухи есть у этого человека в голове. Вот если бы он от этой шелухи освободился, все было бы гораздо более просто. Ведь он же выходит у нас королем мечей. А король мечей – это обычно человек очень трезвомыслящий. Конкретно мыслящий, конкретно говорящий то, что он думает. Но здесь другой человек, он хоть и король мечей, но если заглянуть в его голову и в его душу, то вы попадете вот в такой лабиринт, как здесь у нас нарисовали нам. Кстати, он думает, что если будет вам часто говорить, что вас любит, то не только вас разбалует, а как-то вы станете слишком уверены в себе, возможно, со временем и налево начнете поглядывать. Как бы присытитесь этим. Тут еще вот такой вопрос. И это очень важный момент. Чего этот мужчина не скажет вам никогда? Ни при каких условиях, ни при каких обстоятельствах. В ближайшее время, по крайней мере. Если у него появится страсть к другой женщине, этот мужчина ни за что вам это не скажет. Он будет до последнего скрывать эту информацию для того, чтобы ни в коем случае вам не проговориться. Да, если возникнет любовная связь, если возникнет очень сильный интерес к другой женщине, то этот мужчина ни при каких обстоятельствах вам говорить это не будет. До тех пор, пока тайное не станет явным. Или, может быть, будет стараться как-то это все сделать так, чтобы вы не узнали. Если узнаете, то, конечно, это будет случайностью, потому что этот мужчина категорически не хотел бы об этом говорить. Ну, давайте спросим, а есть ли мысли о том, чтобы завести отношения? Почему это нам так вот сейчас вышло?
Девочки, он, знаете как, он допускает такой вариант, что отношения другие могут возникнуть как у него с кем-то, так и у вас с кем-то. И вот представьте себе, что если возникнут отношения у вас с кем-то, с другим мужчиной, то он тоже не хотел бы об этом знать. Если так случится, он не хотел бы ни в коем случае об этом знать. Вот прям тоже до последнего момента, пока это не станет явным. Но почему-то сегодня у нас такая информация вышла в раскладе, девочки. Будем надеяться, что ни у него, ни у вас никаких параллельных отношений не возникнет. Дай бог, чтобы так и было, потому что вас объединяют и эмоции, и чувства с этим человеком, безусловно. Дай бог, чтобы все было у вас ровно, замечательно. Если расстались и хотите сойтись, чтобы вы сошлись, помирились. Если уже решили с ним расстаться, отпустить, тогда для вас не очень-то и важна эта информация, да, но тем не менее нам ее дали, поэтому получите, распишитесь. Благодарю вас, мои дорогие, за то, что досмотрели расклад до конца. Буду очень благодарна вам, как всегда, за лайк, за комментарий под моим видео. Подписывайтесь, пожалуйста, на мои каналы. На YouTube обязательно нажимайте на кнопочку колокольчика рядом с кнопкой подписки, чтобы получать уведомления о моих новых видео. Я же всех обнимаю, нежно люблю, желаю всем счастья, любви, добра, света, гармонии, вдохновения и, конечно же, защиты и покровительства высших сил. Пока-пока, мои драгоценные, до следующего расклада.